Друзья, всем привет! Интересную тему мы сегодня с вами обсудим вместе. И тема эта касается того, есть исследования, украинские и польские, что после окончания войны, после того, когда откроют границы, будет массовый отток граждан Украины из Украины. И в основном они будут устремляться в Польшу. Почему? Потому что в Польше проще всего легализоваться. И Польша к этому готовится. И вот если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, и вы будете разбираться в этом вопросе. Ну и, друзья, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новости и интересную полезную информацию о беженцах в Германии и в странах Европейского Союза. В то время, как в Украине вовсю в настоящее время сейчас расходуются средства на вновь созданное Министерство Единства, да, там министром назначен Алексей Чернышов, он сейчас ездит по европейским странам, договаривается о создании вот этих вот центров единства. Да. Польские власти обсуждают и подсчитывают преимущества будущей новой волны мигрантов из Украины, которые покинут территорию Украины после того, когда откроют границы. Каждый четвертый украинский мужчина и каждая пятая украинская женщина рассматривают возможность эмиграции. Лидером стран, куда будут устремляться граждане Украины, является Польша. Почему? Я уже говорил, потому что Польша, ну, во-первых, это сосед, а во-вторых, в Польше проще всего легализоваться. То есть ты находишь работу, и ты уже на основании трудового контракта, тебе не надо ни квалификацию подтверждать, ни образование, ничего. Главное работу найти. И на основании трудового контракта тебе дают вид на жительство в Польше там, на 2-3 года. Вот такая ситуация. В Германии надо квалификацию подтверждать, там, язык там, и так далее. В Польше этого не надо. Польский язык похож на украинский. Там 3-4 месяца и украинцы разговаривают уже по-польски. Об этом свидетельствует, об этой информации свидетельствуют данные, которые провел Украинский фонд демократические инициативы и Центр Разумкова. То есть это украинские организации провели эти исследования. И они выяснили, что каждый четвертый украинский мужчина, я уже еще раз повторюсь, и каждая пятая украинская женщина рассматривают возможность эмиграции после окончания войны из Украины. Этот опрос проводился в период с 29 ноября по 14 декабря 2024 года. И в опросе участвовало 1500 граждан Украины, которые находятся в Украине и по возрасту старше 18 лет. Вот на графике мы можем видеть причины, по которым граждане Украины будут выезжать из Украины после того, когда откроются границы. Вот давайте я сейчас такие основные назову. Первое, это отсутствие возможностей для развития. То есть на первом месте стоит не опасность там, здоровью, опасность гибели от боевых действий. Представляете? То есть люди не считают это. На первом месте стоит отсутствие возможностей для развития. 30,5%. На втором месте, да, угроза здоровью, жизни, значит, из-за ведения боевых действий. 28,6%. Потом, недостаточная социальная поддержка со стороны государства. 28,6%. Ну, я не знаю, честно говоря, кому рассказать в Европе, какие социальные там пособия и пенсии получают граждане Украины, так никто в Европе не верит, что пенсия может быть там 30 евро, грубо говоря. Человек 40 лет проработал, получает пенсию, там, ну, утрирую, не 30, 50 евро. Никто не верит в это. Для воссоединения с родными, которые уже выехали, 26,2%. То есть, в основном это мужчины, чьи жены с детьми повыезжали за границу, уже, скажем так, адаптировались за рубежом. И мужчины ждут, только откроются границы, они сразу поедут воссоединяться с семьей. Ну и дальше там пошли остальные. Вот основные причины, по которым граждане Украины хотят выехать из страны, когда откроют границы. Ну и мы видим, что это все связано с социальными... То есть эти все причины связаны, скажем так, с тем, что государство ничего практически не делает для того, чтобы развивать и чтобы люди какую-то уверенность в себе чувствовали.
То есть тут можно сказать, что да, сейчас начнут мне писать, что тут из-за войны, ребята, да и до войны точно так же было. Понимаете? Ну, какая социальная поддержка была? Какая медицина? Никто не говорит, что пенсионеру. Я уже снимал видео еще год назад и рассказывал, почему украинские журналисты не сообщают, сколько пенсионеров умирает украинских. Из-за того, что не имеют доступа к медицине. Потому что лекарства покупают за деньги. А пенсии одиночки пенсионеры, у которых нет родственников, некому помогать. Да? Просто-напросто люди умирают из-за своих хронических болезней, потому что они не в состоянии купить медикаменты. И об этом никто не говорит в Украине. Все закрывают глаза. И таких проблем социальных огромное количество. И никто из властей, и никто из чиновников эти проблемы не решает. Потому что люди никому не нужны. Это провели украинцы. Теперь поляки провели свое исследование и тоже опубликовали результаты. И они тоже интересные. Наиболее вероятно, что Украину покинет молодое поколение. Каждый третий в возрасте от 18 до 29 лет выразил желание уехать. Однако, чем старше становятся украинцы, тем меньше вероятность их эмиграции. Так, 27% людей планируют уехать в возрасте от 30 до 39 лет. 23% в возрасте от 40 до 49 лет. И среди респондентов в возрасте 50-59 лет этот процент составил 16%, а в группе тех, кому за 60, всего 9%. То есть мы видим, да, что трудоспособное население желает уехать. Понятно, что там пенсионеры и люди туда, кому ближе к пенсии, они переживают, они не знают, они в принципе понимают, что они никому за рубежом не нужны. Сложно будет найти работу, если там не какой-то супер классный специалист, да. Вот. И поэтому они их малое количество. Но трудоспособные, скажем так, от 18 до 45 лет, вот мы видим статистику, и это поляки провели статистику свою для себя. Кшиштоф Инглот, основатель Personal Service и эксперт по рынку труда, это поляк, по польскому рынку труда, отмечает, что наибольшей вероятностью к эмиграции подвержены жители восточных регионов Украины, которые больше всего пострадали в результате войны. Там каждый четвертый указывает, что соберется и уедет после окончания войны. В южных регионах этот процент снижается до 12%, что все равно довольно высокий процент, поскольку это все еще больше, чем каждый 10-й житель этого региона. И по всей этой ситуации мы видим плюсы только для польской экономики и для польского государства, для польского бизнеса. Сотрудники из Украины играют важную роль в польской экономике. Анализ компании исследовательской международной Deloitte за 2023 год показывает, что доля украинцев в польском ВВП составила от 0,7 до 1,1%. Это важные показатели, не говоря уже о том, что наши восточные соседи заполняют пробелы в ключевых секторах и помогают компаниям поддерживать непрерывность бизнеса в условиях демографических вызовов. Также необходимо четко заявить, что украинцы по-прежнему являются первым выбором для польских предпринимателей, когда речь идет о трудоустройстве иностранцев из-за культурной и языковой близости. Кажется, если война закончится, к нам захотят приехать даже более 1 миллиона человек. То есть они уже рассматривают такую ситуацию и продумывают план, сценарий действий, да, что когда окончится война, из Украины в Польшу приедет минимум 1 миллион граждан. И поляки довольны. И они понимают, что это, скажем так, свежая сила, которая будет работать и приносить пользу экономике Польши. Польские эксперты также отмечают, что для адаптации к изменениям к польскому рынку труда украинцев необходимо упростить процедуру трудоустройства украинцев в будущем, инвестировать в интеграционные программы и автоматизацию. То есть они прекрасно понимают, что приедет огромное количество людей, поэтому давайте упростим трудоустройство, упростим признание дипломов и так далее. Все сделаем максимально проще, чтобы этих людей брать на работу, чтобы они приносили пользу экономике
Польской Республики. Мы уже наблюдаем рост числа запросов от украинцев, желающих устроиться на работу в Польше после окончания конфликта, добавляет Цезарий Мачолик, президент агенции по трудоустройству польской. Поэтому будет крайне важно упростить административные процедуры для граждан Украины, чтобы они могли быстрее и эффективнее приступить к легальной работе в Республике Польша. И поляки прекрасно понимают, что бизнес понимает, и вот чиновники, которые связаны с трудоустройством, вот как он сказал, что они получают постоянно обратную связь от граждан Украины, те уже готовятся, стоят на низком старте, понимаете? Вот, я же тоже веду постоянные разговоры, спрашиваю, и, люди, очень много людей, адекватных людей, трудоспособного возраста, они мне так и говорят: мы ничего не видим, никакого будущего в Украине нет, только границы откроются, мы собираемся уехать. Все, с семьей будут всех уезжать и так далее. Мы будем ехать где-то, лучше работать не по специальности, руками, да, но мы будем из страны, из Украины уезжать. Мы не видим будущего, не видим никаких перспектив. Это говорят обычные люди, вот и все. Там политики украинские могут там рассказывать все что угодно. Я рассказываю то, что говорят простые люди. И это будет. Причем, почему так происходит? Потому что люди просто-напросто, граждане Украины, не верят украинской власти. Абсолютно неважно, кто будет у власти, кто придет после Зеленского. Останется Зеленский, придет Порошенко, придет Юлия Тимошенко, придет Залужный. Доверие у людей, у адекватных людей, доверие ноль. Это я делаю такой личный вывод. Может быть, я не прав, но я с гражданами Украины общаюсь, поддерживаем дружеские отношения, я спрашиваю постоянно: ноль. Все равно, кто будет. 30 лет грабили, 30 лет обманывали, 30 лет воровали. Все, люди полностью разочаровались, поэтому будут уезжать. Мало того, сейчас очень огромное количество граждан Украины находится в странах Европейского Союза, и они могут сравнить, как чужое государство, которое их приютило на время войны, как чужие власти к ним относятся, к чужим, не к своим гражданам, да, и как относится свое родное государство, своя родная власть. Огромная пропасть вот в этом отношении. И по этой тоже причине люди же обмениваются информацией, рассказывают: а как там, а я живу тут, а что в Украине. И все. И по этой причине будут уезжать, я так думаю. Поэтому отток, скорее всего, будет колоссальный. Это мое мнение, может быть, я не прав. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.